Арфа духа. Из глубины веков дошло до нас изречение «все есть вибрация». И человек, являющийся сложной лабораторией, может как сам создавать вибрации, так и улавливать вибрации пространства. Изменяясь сами, мы изменяем мир. Одним из тех, кто ярко и глубоко передал это явление в живописи, был французский художник-символист Осбер, родившийся в 1857 году. Регулярно настраиваясь на волну радости, бодрости, любви, торжественности, мы не только тренируем волю и учимся управлять арфой духа, но и приносим неизвестным нам людям пространственную помощь. Немногие пока готовы принять, что возвысившийся духом человек может исцелить неизвестного на другом континенте, и подвижник, несущий мощные и прекрасные мысли, исцелять местность от эпидемий и разгула стихий. Сложны законы духовного мира, и изучающий работу арфы духа не только обретает новые возможности, но и учится ответственности не только за слово и поступок, но и за мысль и чувства. Он начинает видеть, как выбранная духом тональность усиливается, и пространство путем магнитного взаимодействия приносит ответ. Нет зова без отклика. Он начинает понимать, какая непоколебимая стойкость нужна иногда, чтобы выдержать натиск пространственного хаоса. Снимки человеческих излучений дадут возможность понять, какое чудо совершает человек, когда сознательно преодолевает уныние, печаль, раздражение и настраивается на более высокие вибрации бодрости, радости и торжественности. Немалого труда и воли требует такая работа, но как благотворна она! Наблюдение за арфой духа приводит к пониманию того, как мир воспринимается по созвучию, как художник и музыкант, картежник и пьяница видят мир по-своему. И очищая сознание, изживая темные качества духа, человек начинает видеть мир шире и яснее, понимать законы, по которым он живет. Огромные возможности раскрывает понимание работы арфы духа для людей искусства. Пространство открывает перед ними свои тайны и сокровища, облагораживая человечество все более совершенными произведениями искусства. Одним из тех, кто глубоко прочувствовал воздействие арфы духа, был русский философ Иван Ильин. Именно его перу принадлежат замечательные строки о сердечном созерцании, раскрывающем глубины творчества, об искусстве, воспитании, познании, любви и поющем сердце. Он писал: «Чувства и воображение соединяются у любящего человека и повышают силу его восприятия и воспроизведения настолько, что проницательность его по отношению к любимому предмету доходит до настоящего интуитивного ясновидения. Человек, осчастливленный любовью, созерцает и воспринимает предметы внешнего и внутреннего мира совсем иначе, чем человек с сухим и каменеющим сердцем, холодный и чопорный эгоист. Любящему человеку весь мир говорит иное и иначе, так, как если бы каждый цветок раскрывался ему по-особенному, каждая птичка пела ему по-иному, каждый луч солнца светил ему ярче, каждое человеческое сердце повертывалось к нему особливо. Ибо любовь есть сила все согревающая, все отмыкающая и все видящая. Она сама и цветет, и поет, и сияет. Вот почему любящая душа воспитателя, врача, художника и духовника есть поистине священное орудие для новых постижений и умений. Среди живописных полотен Николая Рериха есть работы «Хуань-Ин», «Песнь водопада», «Весна священная», в которых он показывает значение вибраций музыки, объединяющей людей и возвышающей их мысли и чувства. Соединяет людские сердца прекрасная симфония. Люди делаются не только слушателями в сердце своем, они становятся соучастниками прекрасного действа. Под лучшие звуки в песне и в труде и в радости спешите к сужденному свету.